Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Академия Одиночества. И сегодня я хотел бы вам прочесть рассказ, собственно, сочинение «Аляска или Аласка». 30 марта 1867 года российский посланник США, женатый на американке Эдуард Андреевич Стекль, наполовину австриец, наполовину итальянец, подписал договор о продаже Аляски на английском и французском языках американцам за 7 миллионов 200 тысяч долларов, за что получил от императора Александра II орден Белого Орла, единовременное вознаграждение в 25 тысяч рублей и пожизненную пенсию в 6 тысяч рублей ежегодно. Была ли необходимость продажи огромной части суши за столь смешные деньги? Территория площадью 1519 тысяч квадратных километров была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом, то есть меньше, чем по 5 центов за гектар. В это непростое для страны время. Россия не так давно оправилась от Крымской войны 1853-1856 года. У государя были планы по строительству сети железных дорог по направлению к восточной оконечности империи. Александр II нуждался в деньгах, обменялся Курильские острова на Сахалин, Санкт-Петербургский договор 1875 года, но не было ли экономического просчета в сделках США? Конечно же, тут не обошлось бы лоббирование интересов определенных круг лиц с американской стороны. Сундук со льдом, как американцы называли Аляску, в будущем принес стране тонны золота, золотая лихорадка в Клондайке. Российский академик Владимир Афанасьевич Обручев заявил, что только добыча золота на Аляске к 1915 году принесла американцам около 200 миллионов долларов, а впоследствии и нефти. Запущенный в 1977 году Транс-Аляскинский нефтепровод по состоянию на 2014 год успел суммарно перекачать почти 17 миллиардов баррелей нефти. Про объемы добычи меха, меди и рыбы я умолчу. Замечу также, что наши соотечественники пытались сотрудничать с местными племенами. Первый губернатор Аляски Александр Андреевич Баранов в своих заметках писал, чтобы русские поселенцы брали в жены своих любовниц из местных племен, учились аборигенов, распространяли среди них православие. А все европейские державы хотели избавиться от коренного населения Аляски путем истребления и заселения своими колонистами. На Аляске одни из самых высоких зарплат США. Еще советский писатель Василий Песков в своей книге «Аляска больше, чем вы думаете», она вышла в свет в 1995 году, писал, что в самом большом штате США, Аляска занимает 1/5 часть всей территории страны, люди зарабатывают в десятки раз больше, чем в Нижних Штатах. Сюда едут на заработки люди со всей страны. Главный вопрос состоит не в том, стоило ли продавать Аляску, и не в смехотворной сумме сделки, а в том, сколько стоило более чем столетние труды, начиная с экспедиции Беринга и Чирикова в 1741 году и заканчивая российско-американской кампанией, утвержденной в 1799 году по указу императора Павла I. Русские колонисты во главе с последним губернатором Максутовым Дмитрием Петровичем узнали о продаже Аляски американцам лишь в мае. Если бы мы могли повернуть историю вспять, готовы ли мы продать снова Аляску или такая корова нужна самому? Так, дорогие подписчики и зрители канала, благодарю вас за внимание. Буду рад вашим комментариям. Всего вам доброго. До свидания.